Недавно мы с вами обсуждали, как на помощь Путину и его войскам в Украине спешат солдаты северокорейской армии. Как и следовало ожидать, этот сюжет получил развитие. То Бильд расскажет, что солдаты КНДР натурально боевые рабы из самых жестоких в мире подразделений, которые с детства подвергались идеологической обработке. То Нью-Йорк Таймс сообщит, что они уже в Курской области и собираются участвовать в контрнаступлении. Испанская Эль Мундо заявляет, что это самые элитные солдаты, которые отлично подготовлены и оснащены, и вообще гораздо лучше никчемных российских новобранцев. А вот Wall Street Journal, наоборот, утверждает, что попавшие в Россию корейцы молодые, невысокие и худощавые, от частого недоедания. В общем, пока все очень таинственно. Если загадочные корейские войска сейчас и участвуют в какой-то войне, то только в информационной. Нервируют, интригуют и вынуждают о себе говорить. Мы не будем здесь долго обсуждать, какое впечатление вся эта история производит на западную публику и СМИ. Куда интереснее посмотреть, что думают о северокорейской помощи Путину в Z-среде, где эта история явно рассматривается ни много ни мало как штрих к портрету российской армии. Если на секунду поставить себя на место Z-публики, довольно легко уловить отчетливый диссонанс. В Z-нарративах и так всякого понамешано. Про самый сильный и добрый народ, про самую великую и могучую страну, про русский мир и про то, что их кругом обидели. Если чего и не хватало в этой смеси величия с ресентиментом, то только новости, что непобедимой России понадобилась помощь Северной Корее, которая по населению меньше в 5 раз, а по площади в 140 раз, в которой голод до сих пор рутинное событие. Как ни крути, но Z-общественность остро ощущает. Вся эта ситуация позорище и для страны, и для армии, которые не справляются и зовут кого-то на помощь. И ладно бы Китай, который, конечно, не придет, зато он большой, и его звать не так позорно. Но нет, позвали Северную Корею. Реакция Z-военкоров и их аудиторий на настолько проблематичную для имиджа армии историю неоднозначная. Большая часть Z-авторов пока еще пытается как-то ее себе объяснить и даже оправдать. Проще всего это сделать, если сделать морду кирпичом и придерживаться официальной версии. Мол, а что такого? У нас все по международному праву. Договор заключили, все соблюли. Это наше с корейцами дело, а вы все отвалите. Нет смысла этому солить слишком уж рьяно. Да, понятно, что это дает поводы для разговоров, гипотез, шуток и прочего. Но в остальном это совершенно обычный рядовой пример нормальных взаимоотношений между союзными государствами. Ничего сверхъестественного тут нет. СВО как продолжалось, так и будет продолжаться до полной победы России, хоть с корейцами, хоть без. Ну то есть, расходимся, граждане, не на что тут смотреть, скукота. Обычные международные отношения. Хотя, конечно, и не без поводов для шуток. Другие Z-блогеры пытаются подвести базу под это сотрудничество. Вроде как у нас с северокорейцами же общие интересы, мы с ними за традиционные ценности. И вообще, они как мы, осажденная крепость, не желающая жить по правилам, которые навязывают англосаксы. Такие авторы часто пишут о своих корейских братьях и фантазируют о северокорейском ЧВК в 500 тысяч сотрудников. Выходит такой то ли национализм, то ли интернационал. Какая-то, в общем, мешанина, но оно и раньше не шибко гладко было. И военкоры, которые думают в этом направлении, что вот мы с Северной Кореей сейчас вместе как возьмемся, да как заборем Запад, почему-то удивительно много ожидают от этого сотрудничества. Встречаются предположения, что типа вдруг правда приедет самая элита с самым лучшим снаряжением. Несколько десятков тысяч, говорят, элитных корейских морпехов приедут. Мол, даже 100 тысяч. Они нам сразу возьмут и Харьков, и Херсон, и Одессу. Некоторые зетники даже делятся свежими фотографиями, как люди в КНДР массово записываются в армию и комментируют в духе «Ура, их там полно! На Киев точно хватит!». Вместе с тем идея, что Россия просит подмоги у Северной Кореи, стала причиной появления множества шуток и мемов. Например, когда появились слухи, что Южная Корея может отправить свои войска на помощь Украине, некоторые военкоры задались вопросом, это что, две Кореи так решили просто между собой отношения выяснить? В общем, в Z-среде еще не до конца определились, как они к этой ситуации относятся. Продолжим наше наблюдение после рекламы моей книги. Посмотрите, пожалуйста. Удивительный парадокс. Те исторические события, которые непосредственно влияют на жизнь наших сограждан, по сей день известны россиянам меньше,
чем история Октябрьской революции или эпохи Сталинского СССР. Хотя, казалось бы, с революцией прошло больше сотни лет, а перестройка была относительно недавно, и многие видели происходящее собственными глазами. Тем не менее, существует много мифов о 90-х, многие из которых создала пропаганда. Поэтому я выпустил книгу «История новой России». Вот тут она у меня в кадре всегда стоит. Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов. Прочитав ее, вы узнаете, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе и как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской России. Ну и, собственно, как именно Путин строил в нулевых свой режим. Событий много, и они довольно запутанные, но мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки. Отличным подарком, вот тут такие иллюстрации. Мы специально для каждой страницы, это вот текст и иллюстрация. Мы вот так вот специально их красиво нарисовали. Все ссылки я оставлю в описании. Также я хочу напомнить, что у нас есть мерч. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шопер. Все очень качественное. В общем, переходите на сайт и выбирайте. Тем более, что сейчас на эти товары действует акция. Если подумывали купить, сейчас самое время. Продолжаем. Мы разобрали самые разные реакции Z-блогеров на прибытие в Россию бойцов из Северной Кореи. В общем, в Z-среде еще не до конца определились, как они к этой ситуации относятся. На первый взгляд, все может выглядеть действительно забавно, но теперь посмотрим на ситуацию под другим углом, чуть более серьезно. Вовлечение северокорейской армии в боевые действия было бы для Путина сильным ходом при соблюдении важного условия, если бы произошло в самом начале вторжения в Украину. Тогда можно было бы говорить, что в войну вступила не одна лишь российская армия, чей личный состав до последней минуты верил, что всего-то участвует в учениях, а международная коалиция. Это была бы большая разница. Не просто так даже огромная армия США стремится совершать свои военные интервенции не в одиночку. Пускай участие других армий минимально, оно все равно важно. Это демонстрирует остальному миру коллективную волю нескольких игроков, а не одну лишь американскую. Северокорейские же солдаты стали прибывать в Россию лишь спустя 2,5 года после начала военных действий, когда уже часть законной территории России оказалась под украинской оккупацией, и вооруженные силы России не смогли ее самостоятельно отвоевать. Это выглядит не как военный союз, а как просьба о помощи. Информационный фон у такой просьбы, надо сказать, неоднозначный. Любые попытки путинской пропаганды переформатировать специальную военную операцию в народную войну, войну отечественную и священную, провалились давно. Когда украинская армия вошла на территорию России, лозунг «Граждане Отечества в опасности», если и прозвучал вслух, то уж точно не был услышан. Видимо, поэтому Путину и пришлось обращаться к зарубежному партнеру. В отличие от Курской области, на Донбассе за счет сверхконцентрации усилий российская армия все же продвигается вперед. Причем в том числе с помощью массовых поставок боеприпасов в Северной Корее, хотя и без прямого участия и северокорейских солдат. Продвижения на востоке Украины действительно есть, и они существенные. Но при внимательном рассмотрении репортажей и докладов Z-военблогеров складывается однозначное впечатление. На Донбассе тоже нет никакой священной отечественной войны. Командиры гонят бойцов в атаке не во имя какой-то большой цели или единого стратегического замысла, а ради собственных местечковых интересов. Если в ходе очередного мясного штурма подразделению удалось занять новые позиции, командира наградят. А даже если не удалось, все штурмовики оказались убиты или ранены, это тоже командира вполне устраивает. Да, они наградят, но зато теперь можно опустошить банковские карточки погибших и вымогать деньги у покалеченных. Просто не отпускаешь их в госпиталь без выкупа, и все. Чем кровавее оказываются штурмы, тем легче стрясти взятку в сотни тысяч, а то и миллионы рублей у тех, кто не хочет идти в новый штурм. Так, колоссальные выплаты, положенные контрактникам, оказываются на банковском счету офицера, от которого напрямую зависит судьба бойца. Для офицера же продвижение вверенного ему подразделения на километр-другой – результат желательный, но не обязательный. Ему, офицеру, так-то не нужны ни Угледар, ни Селидово. Он тот капиталист, который основную прибыль получает в процессе производства. Да, взять опорный пункт ВСУ и получить за это орден никогда неплохо, но главное в процессе стать миллионером.
Z-Telegram прославил на всю страну полковника Игоря Пузика, который обнулил, то есть убил своих подчиненных, мешавших ему прокручивать на фронте финансовые схемы и заодно торговать наркотиками. Этот Z-Telegram сам же и подчеркивает, таких пузиков в российском офицерском корпусе просто пруд-пруди. У пузиков этих нет никакого большого общего дела, зато есть свои частные делишки. Каждый исходит из своих персональных интересов, поэтому их действия разнонаправлены. А то, что российская армия при этом все-таки мало-помалу наступает, это побочный эффект от деятельности пузиков. Они гонят солдатскую массу с востока на запад, потому что зарабатывают на этом деньги. Разнонаправленность – ключевая характеристика российских войск, которые представляют собой окрошку из, собственно, подразделений российской армии, из бывших народных милиций ЛДНР, частных военных компаний, добровольческих формирований и Росгвардии, которые в свою очередь делятся на золотовцев и кадыровцев. Теперь к этой окрошке добавляют еще и иностранцев из Северной Кореи. Да, за счет колоссальной численности и бесконечной толерантности к потерям, вся эта совокупность вооруженных людей продавливает украинскую оборону на Донбассе. Однако разные части вооруженных сил не просто не действуют сообща, но и постоянно между собой конфликтуют. Z-авторы отмечают враждебные отношения внутри российской армии не только по линии командир-подчиненный, но и между мобилизованными контрактниками и срочниками. Политику, совершенно отдельную от российской армии, ведут кадыровцы. Генерал-майор Апти Алауддинов без оглядки на кого бы то ни было выходит в паблик с заявлением, что российская армия, разумеется, в отличие от благородных воинов Ахмата, это банда грабителей и мародеров, которая, по словам Алауддинова, кошмарит своих же граждан в Курской области. Алауддинов сейчас выдает более концентрированную дискредитацию вооруженных сил России, чем все украинские медиа. Пикантности ситуации добавляет следующий факт. Чеченский генерал хоть и относится к числу кадыровцев, но является также замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил Российской Федерации. То есть ярче и лучше всех демонстрирует, в вооруженных силах России нет не то что общих целей и идей, но даже элементарной корпоративной солидарности. Ни с кем не согласовывает свои действия и Рамзан Кадыров. Пока креативщики из Минобороны делают весьма дорогостоящую агитацию, призывающую украинских солдат сдаваться в плен, именно в это время Кадыров идет в СМИ с приказом к подчиненным ему войскам – пленных не брать. А то, что такой приказ ломает медийную стратегию Минобороны, это уже не Кадырова забота. Кадыровцы армейцам не товарищи. Хотя и армейцы друг другу тоже не товарищи. Российская 155-я бригада морской пехоты по своему усмотрению публикует кровавые видеоролики с расчлененкой и глумлением над трупами врагов. И, похоже, вообще не задумывается, насколько подставляют остальную армию. Пока где-то в Москве для ВСУшников снимают видеоролики о преимуществах российского плена, 155-я бригада буквально мотивирует украинцев сражаться до последнего патрона. Но командирам 155-й все равно. Никто не мыслит категориями какого-то общего дела, потому что никакого общего дела там нет. Подытожим. В феврале 2022 года, когда Путин действительно планировал дерзкую специальную операцию, а не полномасштабную войну, в тот момент ему, разумеется, не нужны были ни северокорейские солдаты, ни снаряды из КНДР. Для запланированной спецоперации должно было хватить ограниченного по численности контингента российской армии. Но со временем пришлось, что называется, городить огород. Пришлось заводить в Украину де-факто несколько разных российских армий, которые совсем не дружны внутри себя, а уж между собой, так тем более. Теперь к этим очень разным группам вооруженных людей, ненавидящих друг друга, чуть ли не сильнее, чем противника, к ним добавляется еще одна новая сущность – военнослужащие из далекой страны с непонятным языком и до конца неясными намерениями. Интересный вопрос, как северокорейцы поведут себя на поле боя. Российских военнослужащих, как это видится со стороны, не так уж и сложно гнать на смерть, поскольку они очень разобщены. Они не объединены никаким чувством общего дела, находятся в перманентном конфликте друг с другом. Но если вдруг окажется, что у северокорейцев, напротив, есть своя солидарность и готовность постоять друг за друга, они могут предстать весьма проблемным элементом этой сложной конструкции. Сложно спорить с реальностью. Прямо сейчас вся эта конструкция из разнородных вооруженных формирований кое-как работает. Есть простой критерий – новые километры захваченной территории на Донбассе. Не сотни километров и даже не десятки. Для глубоких прорывов и успешных фронтовых операций в духе Второй мировой войны все это сборище не годится. Но годится для того, чтобы мало-помалу, невзирая ни на какие потери, сдвигать линию фронта с востока на запад. Что мы сейчас и наблюдаем, глядя на карту.
Однако не кто-нибудь, а авторы из Z-телеграмма, те военблогеры, кто общаются с людьми на передовой, все они помогают увидеть более детализированную картину. Для воюющих непосредственно на фронте всякий захват новых территорий – это никакая не цель, а лишь побочный результат их деятельности. Цели же у людей на этой войне совсем иные. И они противоречат друг другу. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то, как ему кажется, политическое влияние. Остальные же просто хотят уцелеть, прекрасно понимая, что их выживание выгодно только им, но не их командирам. Ну, плюс теперь еще вот и северокорейцы. А чего им надо на этой войне, пока совсем непонятно. До завтра.